меня машина получилось продать за 1 340 000 рублей. Сколько мне стоило купить билеты до Москвы, до Минска, как я смотрел машину, ну и так далее. Но я думаю, за 20 500 он мне готов был отдать эту машину. Там момент был, горел чек. Торговаться тяжелее, чем у нас в России. Держание в полосе, дистроник. Владелец нам не захотел показывать документы. Был такой хлам, друзья. Как ее довели до такого состояния. Потом открыл я капот. И, знаете, я поразился. Как так может быть, что все BMW F30 матовые внутри, а это глянцевый? Всем привет! Кто не смотрел мои предыдущие видео, я являлся владельцем BMW F30 с двигателем B38. Это трехцилиндровый бензиновый мотор. И где-то 1,5 месяца тому назад меня посетила безумная мысль продать свой автомобиль и купить за эти же деньги дизельный BMW F30 или BMW F31. На сегодняшний день у нас распространена тема пригона автомобиля из-за рубежа. Только я подумал купить автомобиль не где-то там в Европе, я подумал просто купить автомобиль в Минске. Кто смотрит канал Авторевизоры, Кирилл постоянно про это рассказывает, что за приемлемые деньги сейчас можно пригнать автомобиль из Германии, Беларуси. Но начнем с того, что я машину свою продал за 1 300 000, плюс еще отдал сверху за 40 000 свою зимнюю резину. У меня зимняя резина была свежая, BF Goodrich, плюсом я еще отдал ранфлетскую родную резину, которую я снял и хранил вот пару лет. Она была уже такая изрядно изношенная, но тем не менее люди у меня забрали и эту резину. В итоге у меня машину получилось продать за 1 340 000 рублей. И у меня оказалось в кармане примерно 21 000 долларов. Кстати, я машину покупал за 930 000 рублей пару лет тому назад. Это видео у меня есть на канале, можете посмотреть. Это мое первое видео, которое я снимал вообще для этого YouTube канала. Это видео будет началом проекта, будет несколько серий. Как я поехал в Минск, как я смотрел машины, как я выбирал себе машину, как я купил себе машину, как я поехал обратно, в общем, как приехал, как буду обслуживать эту машину. Все это будет на канале, поэтому будем считать, что это будет первая серия. В сегодняшнем видео вы увидите, сколько мне стоило купить билеты до Москвы, до Минска, сколько мне стоила гостиница, в какой гостинице я жил, как я смотрел машину, ну и так далее. Автомобиль я присмотрел себе на сайте av.by. Я нашел человека, договорился, его зовут Андрей, который занимается автоподбором. И он мне посмотрел там 4 машины. Проверка автомобиля стоит 2500 рублей. Мне стоило. Я ему отправлял эти деньги на российскую карту. Еще один момент хочу обозначить, прежде чем вы начнете копать av.by, перебирать машины. Учитывайте, что если машина была пригнана после марта 2021 года, вам обязательно нужно будет здесь на эту машину устанавливать кнопку ГЛОНАСС, получить документ СГБТС, получить электронную ПТС. Все это обходится в районе 120 000 рублей. Машину в Минске продают исключительно за доллары. Не за российские рубли, не за белорусские рубли, только за доллары. После того, как я продал машину, я машину продал в мае. А за машиной по определенным обстоятельствам я смог поехать только в июне. То есть уже почти месяц прошел. Те машины, которые я себе выбирал, эти машины начали постепенно продаваться. В итоге у меня в кармане оказалось 21 000 долларов. И я поехал в Минск. В Минск можно добраться 3 способами. На машине, у меня ее нет, ну тем более надо пригнать еще машину. На самолете с пересадками, билет стоит 6000 рублей, пересадка в Москве. И соответственно, можно добраться поездом до Москвы и с красным поездом под названием «Ласточка» прямо до Минска. Я решил поехать на поезде. Билет из Казани до Москвы стоит в районе 3000 рублей. Я приехал в Москву в 9 утра на Казанский вокзал. С Казанского вокзала перебрался на метро в Белорусский вокзал. Перекусил там в Бургер Кинге. Стоило это вот столько рублей. Пока я там походил, погулял. В итоге в 5 вечера я сел на «Ласточку», и в 11 вечера я уже был в Минске. У меня, естественно, с собой не было белорусских рублей. Когда приезжаете на ЖД вокзал, там же есть обменники, но обменники работают только с наличными, с картами не работают. Также ходят еще просто люди, которые к вам подходят и предлагают обменять. Но я не знаю, насколько это безопасно. У меня налички не было, я пошел поэтому в банкомат и снял себе 200 белорусских рублей. Обошлось мне это вот столько. На первом этаже или на минус первом, там, по-моему, 3- или 4-этажный ЖД вокзал, есть
банкомат. В этом банкомате можно снять белорусские рубли. На ЖД вокзале есть метро. Я прыгнул в метро и поехал до гостиницы «Турист». Находится эта гостиница на Партизанской. Гостиница стоит 80 белорусских рублей. Гостиница у меня, кстати, была забронирована только до 12 ночи. Я туда добрался без 10 или без 15-12. Зарегистрировался, пришел в комнату. У меня на этом первый день закончился. Утро у меня началось с завтрака. Завтрак прямо в отеле «Турист» стоит там 12 белорусских рублей. После этого я открыл сайт АВБай и начал смотреть те машины, которые у меня в закладках. Опять несколько машин было продано уже. Пока я обзванивал продавцов, не все смогли показать в этот день машин. Кто-то уехал, кто-то может только вечером. В итоге я в этот день машину посмотрел только вечером. Это был белый универсал 2018 года на 150 лошадиных сил. Они обозначаются 318D. И как мне один продавец сказал, якобы 318D примерно на 1000-2000 долларов всегда стоит дешевле в Европе, нежели 320D. Так, в МТС получил сим-карту 20 белорусских рублей. Там будет безлимитный интернет и, по-моему, 400 минут. Едем первую машину смотреть. BMW 3 серии, универсал, 20 950. В общем, я приехал вечером посмотреть эту машину. Машина неплохая, я ее полностью просмотрел, не битая, не крашеная. По салону все чисто, но я думаю, за 20 500 он мне готов был отдать эту машину. Там момент был, горел чек, продавец утверждал, что это горит из-за датчика лямбды. На это он готов был тоже сделать определенную скидку. Еще раз говорю, машина была пустая. Ну да, вроде бы тут пробег 118 тысяч, но он еще не был проверен. То есть после проверки я не знаю, что там показало. Не зацепила эта машина меня, не зацепила. На следующий день у меня оставалось несколько вариантов, но они были дороже, чем я хотел бы купить автомобиль. Сейчас я поеду смотреть BMW 3 серии черного цвета седан. Дизель, 190 лошадиных сил, задний привод, 2018 года, 22 750, по-моему, стоит эта машина. Она мне не совсем подходит, потому что у меня не хватает денег. Но посмотрим, может получится торговаться. Но я так понимаю, тут торговаться тяжелее, чем у нас в России. Если я там свою машину, когда продаю, выставляю за 1,5 миллиона и там скидываю 100-150 тысяч, тут, я так понимаю, это не так просто. Потому что я вот звонил уже, GT стоит 21 500. Он сказал, вообще нисколько не скинет. Потом звонил 22 900 стоит GT. Он говорит, я за 22 400 купил. Мне, говорит, смысла вообще нет скидывать тоже. Вот BMW 3 серия, 18 год, дизель, 190 лошадей, задний привод. Комплектация хорошая. Резина хорошая, тормоза хорошие. Салон чистый. Удержание в полосе, дистроник. Ну, тряпка. Ну, пробег 178. Салон был такой же, как у меня на прошлой машине. Тряпичный, конечно же, хотелось. Кожа, знаете, когда дети есть, кожаный салон все-таки предпочтительнее. Но когда БУ машину выбираешь, не всегда получаешь прям все в идеале, как ты хочешь. Поэтому некоторыми вещами приходится жертвовать. Но были там еще некоторые недочеты. На бампере, где противотуманка, была треснута решетка. Была маленькая трещинка на фонаре. Вроде бы это мелочи, но все равно это какой-то такой, знаете, осадок придает, как будто за машиной не особо ухаживали. Посмотрели машину толщиномером, посмотрели на крашеные элементы. В общем, она была вся целая, крашеных элементов не было. По компьютеру тоже было все вроде бы нормально. Пробег там был в районе 180 тысяч километров. Но почему-то владелец нам не захотел показывать документы. Это раз. Во-вторых, он указал на сайте АВБай ВИН-код совсем другой машины. А он говорит, что российские продавцы автомобилей крадут ВИН-коды и вставляют на российские машины, чтобы невозможно было отследить историю. Мы с ним договорились, что я подумаю и ему перезвоню. Я, конечно, седан не хотел универсал, либо GT. GT дорогие. Я должен был в этот день посмотреть еще одну машину. Volvo V90.
Она стоила 23 тысячи с лишним долларов. Черного цвета 2018 года. Там пробег был указан в районе 180 тысяч километров. На фотографии, знаете, ну просто красавец. Я даже готов был у кого-то одолжить денег, чтобы вот купить эту машину и пригнать. Там был 2-литровый дизельный мотор. Но, к сожалению, мне показывать нечего, друзья. Мне продавец не разрешил снимать. Я вам только на словах могу сказать, это был такой хлам, друзья. Для меня, знаете, Volvo V90, она должна сверкать, блестеть. И если там делают какие-то кузовные работы, там было, кстати, продавец мне говорил, что крашеных элементов нет, а на самом деле там, ну, были крашеные элементы. Это была точно передняя дверь крашена была. Ну, Volvo, я не знаю, не должны так красить. Я понимаю, бывают мелкие царапины, ДТП и так далее. Я даже подушки не стал проверять. Там на заднем крыле была большая царапина. Ну и вообще состояние, знаете, неухоженного автомобиля. Volvo V90 в таком состоянии нельзя, мне кажется, покупать. Тем более, эта машина достаточно свежая, 2018 года. Как ее довели до такого состояния? Диски там, такое ощущение, как будто только по бордюрам ездили. Выкинул я из головы эту затею с Volvo V90. Это была единственная Volvo по такой цене. Остальные, они уже идут подороже. И я понял, что у меня остается один вариант. Это вот седан, который я смотрел в этот день. Я позвонил продавцу. Кстати, у меня с собой было 21 500 долларов. И мы с ним договорились, что я 21 500 ему даю на руки, а оставшиеся 500 долларов я закидываю по курсу 68 в рублях на российскую карту. У меня день был завершен. Вроде машину я выбрал, но на следующий день мне пришлось смотреть еще одну машину. Так, сегодня суббота, 19 уже. Еду. Приехал сейчас смотреть еще одну машину. Владелец тройки седана отказался мне машину продавать за 22 тысячи долларов. Он сказал, что у него есть предложение получше, и он на сегодня передумал. Остается мало вариантов. Пустую машину не хотелось бы. Я сейчас вот приехал в автосалон. Машина универсал, черного цвета, дизель, но пробег уже 200. Эта машина у меня еще была в закладках 1,5 месяца тому назад. Почему я ее не смотрел, почему я ее оставил напоследок? Мне хотелось машину взять с пробегом поменьше, там, ну, 170, 180. Kстати, я машину продал с пробегом 172 тысячи километров. И психологически мне было бы комфортно, чтобы пробег был такой же, ну, или меньше. В итоге я поехал смотреть эту машину, начал ее снаружи смотреть, она мне понравилась. Она снаружи стояла, блестела, хотя видно было, что ее не полировали. Были паутинки, но краска, знаете, достаточно свежо смотрелась. У меня моя BMW смотрелась хуже. Много было мелких царапин. Комплектация хорошая автомобиля. Там удержание в полосе, как мне показалось изначально, хотя это не было удержание в полосе. Электросиденье, кожа Dakota, NBT Evo, расширенная приборная панель. Потом открыл я капот. И, знаете, я поразился. Глянец. Тут же матовый должно быть. Вот GT-шка стоит. Все матовое. BMW F30 подкапотное пространство красится матовым цветом. А тут она была покрашена глянцевой краской. Я вообще поразился. Ну, я подумал, все, машина битая, перекрашенная. А потом начал детальнее смотреть. Начал смотреть болты, начал смотреть швы. Мне было придраться не к чему. Я не понимал, в чем дело. Как так может быть, что все BMW F30 матовые внутри, а это глянцевые? Я вообще не понимал. 128, 138, 136, 138, 190. По проему, значит, смотри, он должен быть примерно в районе 80 микрон. Заводской слой стакана в районе, наверное, ну, будет, вот, как я и говорил, в районе 70 микрон, да. Здесь у нас, видишь, 130, почти в 2 раза больше. 139, ну, размерка 10 микрон, это нормально. 37, 132, 137. Ну смотри, еще второй вопрос. Вот здесь обычно округлая наклейка бывает вот так. Но здесь видишь глянец. Ой, ну Матовый. мат. Кстати, да. Ты... У меня округлая была. Передняя правая дверь почему-то крутился верхний болт. Нижний болт такой ощущение, как будто не трогался. Но дверь не крашена.
Стекло стоит родное, лобовое, кстати, тоже стоит родное, 2017 года. И потом я обнаружил, что на этом автомобиле прокалывали руль. Руль выглядит свеже, руль прокалывают, когда скидывают подушку безопасности. В России, если ты это обычно видишь, говорит нам о том, что подушка стреляла, чтобы ее достать. Прокололи руль, вытащили подушку безопасности, поставили туда либо муляж, либо новую, либо бэушную подушку безопасности. Это говорит нам косвенно о том, что могла быть авария. Морду делали,